После того, как мы вывязали росток и углубление по спинке и переду, рассчитаем общую высоту кокетки. Она будет соответствовать регланной линии. Можно также найти значение регланной линии в интернете. Есть таблицы в свободном доступе. Они соответствуют определенному размеру. А можно измерить самостоятельно. Для этого от 7-го шейного позвонка измеряем вниз, получается, до линии подмышечных впадин. Вот эта линия отмечена пунктиром здесь на манекене. Можно сделать так, а можно измерить от плеча вот таким вот образом. Если фигура стандартная, то обычно эти значения совпадают. Ну а если плечи, например, покатые, то, конечно же, измерять стоит первым способом. У моей модели эта высота составляет 14 сантиметров. Я прибавляю сюда еще 2 сантиметра для свободы облегания, чтобы не впритык было изделие в зоне подмышечной впадины. У меня получилось 16 сантиметров. Также нам потребуется обхват груди. У моей модели 62 сантиметра, и я прибавляю 8 сантиметров свободу облегания. Свобода облегания может быть по вашему желанию абсолютно любая. Чуть меньше, чуть больше. Это уже смотрите, как вам комфортно. Теперь необходимо перевести все эти значения в ряды и петли. 16 сантиметров, поскольку это высота, вертикальная мерка, мы переводим в ряды. 16 сантиметров умножаю на 3,2 ряда в сантиметре. У меня получается 51 ряд. Вот 51 ряд в общей сложности я должна буду провязать. Вот так. В высоту. И теперь переведу обхват груди, вот эти вот 62 сантиметра плюс 8 сантиметров свободы облегания в петли. Вот эти 8 сантиметров свободы я обычно делю пополам и добавляю в качестве подрезов. То есть свобода облегания у изделия у меня идет от подрезов. Таким образом изделие хорошо садится по плечам, а уже в этой зоне начинается свобода. Итак, у меня получается 70 сантиметров. Я перевожу в петли, умножаю на плотность вязания в петлях и получаю 175 петель. Но поскольку мне нужно, чтобы это количество было кратно 4, поскольку я буду делать переход цветовой, и раппорт составляет 4 петли. Соответственно, я довожу до кратного 4. Это у меня будет 176 петель. Если у вас получилось здесь нечетное значение, то лучше его перевести в четное значение, потому что нам нужно будет делить это количество поровну на спинку и перед. Получается, что за 51 ряд мне нужно достичь вот этого количества петель, 176. За 16 рядов вывязывания углублений по переду и спинке и 6 рядов ростка у нас прибавилось к переду, была 41 петля, у нас прибавилось 16 петель и получилось 57. К спинке было у нас 35 петель, прибавилось 22 петли и получилось тоже 57 петель. К рукавам, значит, было у нас по 12 петель, прибавилось также 22 петли и получилось 34 петли. В общей сложности у нас здесь получается 114 петель, а нам нужно 176.
И также 8 сантиметров свободы облегания, как я уже говорила, это будут у нас подрезы. Мы делим пополам это количество. 8 сантиметров я умножаю на плотность вязания в петлях. И у меня получается 20 петель. Это подрезы. Их 2, поэтому делим это количество пополам, но это уже позже можно сделать. Теперь из необходимого нам количества петель я вычту вот эти 114 петель, которые у нас уже на спицах. У меня получится 62 петли, это нужно прибавить. И от 62 петель теперь отнимаю петли регланных линий. У меня по одной петле. Если у вас по 2 петли, то можно их распределить. Например, по одной петле пойдут к рукавам, а по одной петле пойдут к переду и спинке. Да? Но у меня по одной петле, поэтому я их отдаю все на перед и спинку. И их получается всего 4. Поэтому вычитаю отсюда 4 петли эти, и у меня остается 58 петель. Из этих 58 петель я вычту петли подрезов, и у меня получится 38 петель мне нужно прибавить до подрезов. Рисунки я уже эти уберу. И продолжим вычисление. Эти 38 петель я разделю на 4, поскольку за один ряд у меня делается 4 прибавления к переду, 2 прибавления и 2 петли к спинке. Поэтому поделю на 4 и получится у меня 9,5 рядов. Я возьму целую часть, 9 рядов. У меня получится с прибавлениями. Теперь нам нужен 51 ряд всего провязать. 16 рядов мы уже провязали. Поэтому из 51 ряда мы вычитаем 16 провязанных рядов, это у нас росток и углубление по переду и спинке. Остается у нас 35 рядов. Теперь определим номер ряда, в котором мы будем делать прибавление. Для этого 35 рядов мы разделим на вот это количество, на 9 рядов. У нас получится 3,8, округляем. По правилам арифметики это получается 4. 4 это вот как раз будет номер ряда. То есть мы будем делать прибавление в каждом 4 ряду. Но если делать прибавление в каждом 4 ряду, а таких рядов с прибавлениями у нас получится 9, тогда 9 умножить на 4 это будет 36. А у нас 35 рядов. Поэтому нам необходимо уменьшить количество рядов с прибавлениями, взять на 1 меньше. Получится у нас 8 раз в каждом 4 ряду. В каждом 4 ряду получится прибавки. Это будет 32 ряда. За эти 32 ряда с ритмом прибавлений в каждом 4 ряду 8 раз у нас прибавится 32 петли. То есть к 114 петлям, с которых мы стартовали, у нас прибавится еще 32 петли. И получится 146 петель. А нам необходимо 176. Из 176 я вычитаю 146 петель. И у меня получается 30 петель, которые мне необходимо прибавить за оставшееся количество рядов. Напомню, их у нас 35 всего. Из 35 рядов вычитаю вот эти вот 32 ряда
И у нас получится 3 ряда. Значит, за 3 ряда мне нужно прибавить 30 петель, включая петли подрезов. Для того, чтобы получился красивый, плавный анатомический переход, прибавление в оставшихся 3 рядах распланирую следующим образом. Это вот до 35 у меня получится 33 ряд, 34 ряд, 35 ряд. И дальше у меня будут добавлены петли подрезов. Вот так вот пишу: подрез. В 32 ряду у меня будет сделано последнее прибавление. И дальше, чтобы был красивый такой переход, плавный вот такой вот переход. Не так, что вот здесь, вот, допустим, мы делали прибавление, а потом раз и резко у нас пошел подрез. Вот я люблю вот такую вот все-таки более плавную анатомическую линию. И у меня получается подрезы по 10 петель я распланировала, но я отсюда возьму несколько петель и добавлю вот сюда 4 петли, по 2 петли к спинке, по 2 петли к переду. Дальше в 34 ряду также прибавлю 4 петли, по 2 петли к спинке, по 2 петли к переду. И в 35 ряду я уже буду ближе к подрезу двигаться, я добавлю удвоенное количество этих петель, то есть добавлю 8 петель. Итого в общей сложности у меня получается 16 петель. Из 30 я эти 16 вычитаю, у меня получится 14 петель. 14 я поделю на 2, потому что у меня же по 2 подреза, да, будет с каждой стороны. И это остается 7 петель. То есть и подрез, для подреза я наберу плюс 7 петель. Вот таким образом у меня получится красивый анатомический переход, как вот по выкройке регланной, такой вот плавный пойдет. И мне очень нравится, как это выглядит в изделии. Попробуйте и вы сделать так же, результат вас наверняка удовлетворит. Теперь рассчитаем прибавление и количество петель рукава. Обхват верхней части руки моей модели равен 20 сантиметрам. Сюда я прибавляю свободу облегания к туловищу, деленную на 2. Это получается 4 сантиметра. Напомню, у меня свобода облегания была 8 сантиметров. Получается у меня 24 сантиметра. Их я перевожу в петли. Умножаю на плотность вязания в петлях. И получаю 60 петель. Поскольку я буду делать также цветовой переход, и раппорт у меня там составляет 4 петли, поэтому данное значение должно быть кратно 4. Если вы этот переход цветовой не делаете, соответственно, у вас просто ваше количество петель должно быть четным. На спицах у меня 34 петли. Вычитаю их из этих 60 петель. И получаю 26 петель, которые необходимо прибавить. Прибавление по спинке и переду мы делаем, провязывая 32 ряда. И по расчетам там прибавление делается в каждом 4 ряду. Точно так же я хочу сделать и на рукавах, чтобы прибавления выглядели симметрично. В каждом 4 ряду. И получается 8 раз по 2 петли мы прибавляем с каждой стороны рукава. Получается 16 петель. А нам надо 26 петель. Из 26 петель вычитаем эти 16 петель. Получается 10 петель. Нужно будет прибавить за оставшиеся 3 ряда.
Распределим. Получается 33 ряд. Я прибавлю также 2 петли. В 34 ряду прибавлю 2 петли, как по спинке и по переду. В 35 ряду я прибавлю не 4, да, как у меня по спинке переду, а тоже 2 петли. Итого у меня получается 6 петель из 10 будет прибавлено, да, и подрез. На подрез у меня уже будет набрано 7 петель к тому моменту. Получается, значит, к 7 прибавить 6, это будет 13 петель в общей сложности, а мне нужно 10 петель. Значит, 3 петли у нас лишние. Их мы убавим. То есть всегда по рукаву там удобно. Бывает так, что нужно убавить все петли подреза, да, клинышком мы их убавляем и дальше уже вывязываем необходимую длину рукава. Рукава я буду вязать без убавлений, то есть они у меня будут прямые, поскольку я буду делать сетовые переходы и там неудобно будет убавлять. Но если вы хотите, чтобы рукав сужался до манжет, в этом случае считаем следующим образом. Берем длину рукава от подмышечной впадины. У меня это 36 сантиметров. Эти 36 сантиметров переводим в ряды. У меня получается 116 рядов. Резинка у меня планируется 14 рядов. Из 116 вычитаю эти 14 рядов. И получается у меня 102 ряда. Это длина рукава до резинки. И необходимо распределить сейчас убавление, да, чтобы было у нас вот это вот сужение рукава. Для этого потребуется обхват запястья. Ну, например, это будет 10 сантиметров. Прибавляем сюда 4 сантиметра свободы облегания. Вот как по рукаву у нас было, получается 14 сантиметров. Эти 14 сантиметров также переводим в петли. Получается у меня 35 петель. По рукаву у меня 60 петель получается. Если делаем парные убавления, то вот это число должно быть четным. Ну, то есть его можно там уменьшить или увеличить. Ну, давайте уменьшим. Получится 34 петли. Одну петельку уберем. Из 60 петель вычитаем 34 петли. Получается 26 петель необходимо убавить. Если убавления будут парные, как я уже говорила, да, значит нам надо 26 петель разделить на 2, и получится 13 раз нам нужно сделать убавление. Ну, то есть 13 рядов у нас будут с убавлениями. И теперь общее число рядов вот до манжеты, то есть вот эти 102 ряда, мы поделим на 13 и получим номер ряда, в котором будем делать убавление. Нацелое это число не делится, там получается дробное число. Мы берем целую часть, то есть у меня получается дробь там 7,84 и еще там сколько там, это бесконечная дробь. Значит, мы берем вот целую часть. 7, значит, это номер ряда. С убавлениями. С убавлением петель. И дальше, смотрите.
13 раз в каждом 7 ряду мы делаем убавление. И у нас получится 91 ряд. А поскольку у нас 102 ряда, да, всего запланировано, значит, из 102 рядов мы вычтем этот 91 ряд. У нас получится 11 рядов. Провязать без убавлений. Вот так. После того, как я вывязала углубление горловин и росток, я буду переходить на другой ритм прибавлений и буду делать прибавления вдоль регланных линий в каждом 4 ряду. Но я хочу, чтобы у меня регланная линия сохранилась точно такой же. Ну, если я буду делать прибавления в каждом 4 ряду, просто вот поменяю ритм, у меня получается вот эти вот перемычки, они будут реже, да, то есть здесь они у меня шли вот в таком виде, да, а дальше они у меня будут уже как бы пореже. Ну и линия регланная изменится. Я вот в этот раз хочу, чтобы она у меня сохранилась как есть, и поэтому я буду делать прибавления также в каждом 2 ряду вдоль регланных линий, но каждое 4 прибавление у меня будет сопровождаться еще убавлениями с 2 сторон. Показываю, как я это делаю. Вот я уже приближаюсь к следующей регланной линии. Это у меня получается 4 по счету ряд. Вот в каждом 4 ряду я буду делать так. Не довязываю 3 петли до регланной линии. Вот у меня регланная линия, она у меня изнаночная. Так, вот эту провязываю петлю. Все, у меня 3 петли до регланной линии. 2 петли я провязываю вместе лицевой с наклоном вправо, то есть за переднюю стеночку. Следующую лицевую провязываю просто, делаю прибавление, затем провязываю регланную линию и делаю второе прибавление. Провязываю лицевую, а затем вот эти 2 петли я провязываю вместе, только уже с наклоном в левую сторону. Снимаю на правую спицу, переодеваю на левую вот так вот и провязываю 2 вместе с наклоном влево. То есть с этой стороны у меня, да, с правой стороны, соответственно, у меня будет с наклоном вправо 2 вместе, а с левой стороны с наклоном влево. Вы тут можете варьировать, можете сделать наоборот, например, да. Ну вот мне нравится вот такой вариант, смотрится в итоге он вот таким образом. На мой взгляд, очень даже симпатичненько и перекликается с моей обработкой, с переходом от горловины, точнее от резинки к горловине. Ну и все. Ну и дальше я вяжу лицевыми, дохожу до следующей регланной линии, делаю там то же самое. Затем следующий ряд у меня будет без прибавлений, да, я просто провязываю весь ряд лицевыми. Потом следующий ряд я делаю прибавление, но не делаю убавления. Смотрите, получается прибавление у меня в каждом четном ряду, то есть первый ряд у меня без прибавлений и убавлений, соответственно, просто провязываю лицевыми. Во втором ряду я провязываю только прибавления, делаю, но не делаю убавлений. Третий ряд у меня без прибавлений идет, просто лицевыми. И в 4 ряду я делаю прибавления и убавления с 2 сторон. Ну, то есть получается, что у меня никакого прибавления нет. И таким образом ритм прибавления у меня в каждом 4 ряду. После того, как у меня закончен ритм прибавлений в каждом 4 ряду, вот у меня 8 прибавлений сделано, они отмечены у меня маркерами для удобства. Вот их 8 получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И я сделала, дальше мне необходимо сделать, провязать еще 3 ряда. В первом ряду получается прибавить 4 петли, то есть по 2 петли к спинке и по 2 петли к переду. Второй ряд также будет по 2 петли к спинке и по 2 петли к переду. И в 3 ряду мне нужно будет прибавить
8 петель, то есть это получается 4 петли к переду и 4 петли к спинке. Но поскольку вот я уже ряд провязала, да, сделала первое прибавление, и дальше в следующем, вот во втором ряду мне нужно снова прибавить петли. Если я буду делать прибавление, вот смотрите, если вот эти петли, получается, я провяжу и вот эту прибавленную петлю, то есть скрещенный накид провяжу, и еще один скрещенный накид сделаю, то есть у меня это место тоже будет отличаться. Но я хочу, чтобы у меня регланная линия до конца была вот такая. Поэтому, так, вот я дохожу до регланной линии, провязываю петли и не довязываю одну петлю до скрещенного накида вот этого. То есть вот у меня регланная петля, вот это прибавка предыдущего ряда, да, скрещенный накид, и вот не довязываю еще одну петлю, получается. Так, и теперь мне необходимо сделать прибавку из протяжки. Поднимаю ее вот так движением от себя, то есть спереди, получается, поднимаю ее на спицу и провязываю вот таким образом за переднюю стеночку. Провязала петлю, далее накид также провязываю, прибавочку. Регланная петля, тут снова прибавление предыдущего ряда провязываю еще одну петлю лицевую, и теперь мне с этой стороны тоже нужно сделать прибавление, только теперь я буду сзади поднимать вот так петельку, подняла сзади и провязала. Все, вяжу дальше как обычно. Вот так у меня получается здесь прибавление, вот, и регланная линия не меняется. Я провязала таким образом весь ряд, выполнила прибавление. В следующем ряду мне также нужно сделать прибавление 2 с одной и с другой стороны. Но я уже буду выполнять их обычным способом. То есть провязываю все петли, включая вот эту петлю перед регланной линией, да, которая прибавлена, мы уже ее провязали в том ряду. И просто делаю обычное прибавление с одной стороны и с другой стороны. Вот так. Все, вяжу этот ряд до конца. В последнем ряду мне нужно сделать по 2 прибавления с каждой стороны, поэтому я буду не довязывать 3 петли до вот этой прибавленной петли перед регланной линией. Поэтому я буду не довязывать 2 петли до прибавленной регланной линии. Вот я их провязала, получается 2 петли у меня не довязаны. Выполняю прибавление из протяжки, также поднимаю движением спереди одну, делаю одно прибавление, провязываю петлю, делаю еще одно такое же прибавление, провязываю. Так, и вот это прибавление предыдущего ряда тоже провязываю. Регланная линия, и с другой стороны делаю все также симметрично, провязываю петлю, только уже поднимаю сзади протяжечку, провязываю ее, еще одну петлю провязываю, и вот также протяжку поднимаю сзади и провязываю. Вот таким образом довязываю весь ряд. Все ряды с прибавлениями у меня провязаны, и теперь я буду отсоединять рукава. Для этого регланную петлю я провязываю, она у меня присоединится к петлям переда и спинки. Дальше вот эти вот петли
рукава мне необходимо будет переснять. Я предпочитаю закрывать эти петли при помощи крючка. Беру крючок, но также можно на леску, там, на дополнительную леску или просто на ниточку снять. Но мне не нравится способ снятия на ниточку, потому что петли становятся как бы меньше, да, и потом их приходится подтягивать во время вязания, и вот здесь может образоваться такая граница. Поэтому я беру крючочек, набираю, ну, буквально вот парочку воздушных петель просто для закрепки. И провязываю следующим образом. То есть я вот так вот захожу в петлю, ну как в лицевую, да, вот фактически я их лицевыми и провязываю. Забираю петлю, бросовую ниточку и еще раз вот так вот делаю, провязываю. Захожу еще раз в петлю, подхватываю бросовую ниточку, снимаю петельку, еще раз подхватываю бросовую нить и через 2 петли протягиваю. Вот таким вот образом я все петельки переснимаю. В общем, таким образом они не растягиваются. Пересняла таким образом все петли рукава и делаю буквально еще парочку петель крючком воздушных, вот так вот. Все, петли отложены. Теперь необходимо мне сделать подрезы. На подрезе у меня будет 7 петелек. Так, и выполнять я их буду следующим образом. Я наматываю на здесь первую петлю, затягиваю хорошенечко, чтобы у меня здесь никаких отверстий не образовалось. Прям хорошо ее подтягиваю. Делаю 2 витка на себя вот так. Ввожу спицу под первую ниточку, захватываю вторую, и вот у меня образовалась петля. Дальше 1, 2, опять на себя 2 витка, зашла под первую ниточку, захватила вторую, затянула. Это у меня вторая петелька, зашла под первую, захватила вторую, затянула, под первую, под вторую, затянула, под первую, под вторую, затянула. Так, я набрала 1, 2, 3, 4, 5 петелек, еще 2 получается. Вот так. Все, петли подреза набраны. Они с обеих сторон выглядят одинаковые, что с той, что с этой стороны. И дальше продолжаю вязать. Петлю регланной линии уже можно провязывать лицевой, вот так вот, хорошенечко ее прям подтягиваю, хорошо подтягиваю и вяжу петли остальные лицевыми. С другой стороны делаю абсолютно все то же самое. Снимаю петли рукава на бросовую нить и набираю подрезы. Здесь небольшую вставочку сделаю. Я пересняла петли рукава тоже. И смотрите, регланную линию я все-таки буду провязывать изнаночной, потому что, ну, так вот буду потом, там, чтобы видно было, что это регланная линия. И с той стороны тоже ее провяжу изнаночной. Ну, в общем, и дальше довязываю. Все, я отсоединила рукава, все сделала с этой стороны точно так же абсолютно. И сейчас в следующем ряду я уже буду начинать делать клин, то есть убавлять вот эти петли подрезов. И у меня вот такой вот клинышек образуется. Так, провязываю лицевые петли. Далее
Вот у меня петли подреза, вот у меня регланная петля. Я начну с петли, которая перед регланной линией, разворачиваю ее вот так и провязываю 2 вместе, вот так, вместе с регланной линией лицевой. Хорошенечко подтягиваю и дальше вяжу петли подреза лицевыми. Здесь они у меня получаются такие вот как скрещенные накиды. Так, и вот регланная петля. Провязываю 2 вместе с наклоном вправо вместе с соседней петлей. Тоже хорошенечко прям подтягиваю и вяжу дальше. Все вяжу лицевыми, с другой стороны делаю все то же самое. В следующем ряду я убавлений делать не буду, но петли, которые у меня провязаны с наклоном влево, я провязываю вот так за заднюю стеночку. Петли подреза. Так, а те, которые с наклоном вправо, я вяжу просто за переднюю стеночку, как обычно. Теперь рассчитаем длину изделия. У меня она равна 44 сантиметрам. Длину изделия измеряла от горловины спинки. Вот это значение у меня 44 сантиметра. Переведем это значение в ряды. Умножаю на плотность вязания в рядах и получаю 140 рядов. Поскольку я буду вязать изделия с цветовыми переходами, то есть у меня будет вот от подрезов где-то вот на этом уровне переход в следующий цвет, да, номер 2. И я провяжу определенное количество рядов, и дальше у меня будет переход в третий цвет, вот где-то здесь примерно. И вот мне нужно рассчитать, чтобы это было равномерно. Из 140 рядов я вычту 14 рядов резинки, то есть вот эту манжету я уберу из общего количества рядов. Значит, из 140 вычитаю 14 рядов и получаю 126 рядов, которые у меня будут провязаны лицевой гладью разными цветами с переходом. Если вы не планируете вязать цветовые переходы, у вас будет однотонное изделие, то тогда просто вот этот остаток 126 рядов у вас должно быть общее количество до манжеты. Из них мы вычтем, я вычла 51 ряд, который провязан, вот 51 ряд кокетки. И дальше от этой цифры уже отталкиваюсь, то есть это сколько нужно провязать от подрезов. Теперь из этих 126 рядов я вычту ряды кокетки. У меня это 51 ряд. И получается 75 рядов. Узор я буду начинать не сразу от подрезов, потому как в узоре предполагается введение спицы на 3 ряда ниже. Поэтому мне нужно будет провязать как минимум 4 ряда, да, один с запасом. Но я провяжу 5 рядов, так будет лучше выглядеть. Поэтому от 75 рядов я отнимаю еще 5 рядов, которые я провяжу вот этим цветом основным светлым. У меня получится 70 рядов. Вот эти 70 рядов делим пополам. Получается 35 рядов. 35 рядов у меня будет выделено на каждый цвет.
Таким образом, получается, что вот 51 ряд кокетки, это получается по спинке вывязано, да, вот 51 ряд, это по спинке, вот так. А по переду до подрезов у меня из 51, да, мы вычитаем 16 рядов, за которые я вывязывала углубление по спинке и росток. И получается это 51 минус 16, то есть по переду у меня 35 рядов. Ну и получается по переду 35 рядов цветом номер 2 и 35 рядов цветом номер 3. Вот так. Все получается в равной степени. Распределять можно по-разному, разумеется. Можно полоски сделать там какую-то шире, какую-то уже. Это уже как вам нравится. Или насколько хватает у вас пряжи. Потому что данное изделие можно вязать из пряжи, которая у вас в остатках. И также учитываем, что раппорт узора в высоту составляет 2 ряда. Поэтому от 35 рядов вот так мы отнимем еще 2 ряда, это раппорт узора, и получается 33 ряда нужно провязать до раппорта узора. Таким образом, согласно расчетам, от подрезов я вяжу 5 рядов лицевой гладью цветом номер 1, и затем делаю 2 ряда цветового перехода. Затем вяжу 33 ряда цветом номер 2. Давайте напишу вот тут цвет 1. Это у меня цвет номер 2. И затем вяжу оставшиеся 35 рядов до манжеты, потому что перехода к манжете, да, к резинке я не делала уже. Это будет цвет номер 3. Сделаем расчет длины рукава. Длина рукава от подмышечной впадины у моей модели составляет 36 сантиметров. Вот эта мерка, измеряется она, получается вот от подреза и до края манжеты. Перевожу 36 сантиметров в ряды, умножая на плотность вязания в рядах. Получается у меня 115,2, я округляю в большую сторону, это будет 116 рядов. Из 116 рядов я вычитаю 14 рядов резинки. И получается у меня 102 ряда необходимо провязать до манжеты. Теперь распределю полоски. Если вы вяжете рукава однотонные, то вам больше ничего делать не нужно, потому как, повторюсь, рукава в этой модели у меня вяжутся в форме трубы, без убавлений. Но если вы хотите сделать убавления, то я уже рассказывала, как их рассчитать. Итак, распределяю цвета следующим образом. 12 рядов у меня будет провязано цветом номер 1, это светлый цвет. Светлый у меня такой серо-бежевый. Далее 12 рядов я провяжу оттенком номер 2, сливовым. 66 рядов цвета сирень. И дальше в обратном порядке 12 рядов цвет номер 2. И остаток у меня получается 12 рядов цвет номер 3. Здесь нет никаких формул для расчета. Я высчитывала практическим путем.
То есть я написала количество рядов, расписала, да, от 1 до 102, и смотрела, вот сколько рядов у меня там получится, допустим, 10 там и 10, да, и здесь 10 и 10, сколько у меня в середине остается, хватит ли мне пряжи, да, если вяжем из остатков, ориентируемся тоже на этот фактор. Вот здесь можно, допустим, там 20, да, получится там 80 рядов, и там здесь остаток, допустим, узкую полоску сделать. То есть тут можно уже варьировать так, как вам нравится. И так вот на что у вас хватает пряжи, можно делать полоски. Можно вообще сделать, например, посередине рукав разделить, да, одной полосой, там какие-то 2 цвета выбрать определенные. То есть светлый, да, цвет номер 1 и, например, цвет там сиреневый, к примеру, да, цвет номер 2. Это уже по вашему желанию и по количеству пряжи. Настал момент присоединения нового цвета. Присоединять я его буду при помощи вот такого переходного узора из одного цвета в другой. Раппорт данного узора состоит из 4 петель и вяжется следующим образом. Берем ниточку нового оттенка. Первую петлю вяжем лицевой. Далее первую петлю из следующих пропускаем. Ну, получается, вот 4 петли раппорта у нас, да, вот эту петлю мы пропускаем, а на уровне второй петли 1, 2, 3, на 3 ряда опускаемся ниже и вот сюда вводим спицу в середину петли и вытягиваем отсюда вот такую длинную петлю. Затем снимаем 3 петли на правую спицу и протягиваем их через снятую петлю. Вот так накидываем ее. Все, готово. Следующую петлю снова вяжем лицевой. И затем повторяем то же самое действие. Вот у нас следующие 3 петли. Первую пропускаем, на уровне второй опускаемся на 3 ряда ниже, 1, 2, 3. И вот в эту третью петельку вводим спицу в серединку и вытягиваем длинную петлю. Снимаем 3 петли на правую спицу и накидываем на них снятую петлю. Далее следующую петельку провязываем лицевой. И так до конца ряда. Первый ряд провязан, второй ряд узора. Вяжем лицевую петлю. Так, ниточки я здесь подтяну. Далее следующую петлю провязываем также лицевой, а вот эту петлю посерединке снимаем, оставляя нить за работой. Дальше вяжем 3 петли лицевой, следующую петлю снимаем, оставляя нить за работой. Снова 3 лицевых. Петлю снять, оставив нить за работой. Таким образом получается, что мы оставляем снятой петлю, которая находится посередине вот этих вот стежков. И так вяжем до конца ряда. Раппорт узора, я не сказала в начале, состоит всего из 2 рядов. То есть мы сейчас провязываем вот этот ряд. И все, и дальше я буду вязать уже вот этим сиреневым оттенком. Завершила ряд одной лицевой петлей. Вот так у меня получилось. И начиная со следующего ряда вяжу
лицевыми петлями, ну, уже новым оттенком. Я вяжу уже третий ряд новым оттенком. И хочу обратить ваше внимание на то, что поначалу может показаться, что петли, ну, как-то одни растянуты, другие наоборот затянуты. Но на самом деле после влажной тепловой обработки, после стирки все выровняется. Я сначала переживала, там, что подправляла эти стежки, но вот не пришлось ничего делать. После стирки узор лег идеально просто. Я провязала необходимое количество рядов резинки по нижнему краю изделия. И сейчас буду выполнять эластичное закрытие при помощи накидов, для того, чтобы у меня край получился как вот узелковый набор я делала, вот такой же эластичный, он будет точно так же выглядеть. Вяжется он очень просто. Перед изнаночной петлей я делаю вот такой вот прямой накид и провязываю изнаночную петлю. Затем я протягиваю эту изнаночную петлю через накид, а затем через лицевую петлю. Далее делаю накид обратный, вяжу лицевую петлю, также протягиваю ее через накид и протягиваю через петлю на правой спице. Снова делаю прямой накид, провязываю изнаночную петлю, протягиваю ее через накид, а затем через петлю на правой спице. Перед лицевой петлей я делаю обратный накид, провязываю лицевую петлю, протягиваю эту лицевую петлю через накид и затем через петлю на правой спице. Таким образом закрываю все петли до конца ряда. Заканчиваю закрытие. У меня на спицах, на левой спице осталось последние 2 петли. Делаю обратный накид, провязываю лицевую петлю, протягиваю, делаю прямой накид, провязываю последнюю изнаночную петлю, протягиваю, и обрезаю нить. Обрезаю примерно сантиметров 15 для того, чтобы удобно было потом вставить в иголочку, завершить закрытие. Все, аккуратненько вытаскиваю ниточку. И теперь мне нужно красиво завершить, соединить эти все петельки, да, так, чтобы не было видно, откуда начинали и где заканчивали. Беру трикотажную иголочку. Так, и можно, вот, если повернуть вот так вот вязание, посмотреть, откуда у меня вот эта петля, смотрите, вот эта ниточка, то есть откуда она у меня выходит. И вот здесь видно, что она
Ну, получается, вот она. То есть вот это мне недостающая ниточка. И я должна ее вот в эту петлю вот так вот продеть. Вот сюда. Ну, получается, вот как лицевая, да, она у меня вот это. Значит, я захожу в эту петлю и еще вот в эту петельку, которая в косичку лицевой. Далее соединение делаю вот сюда, то есть теперь в узелок изнаночной петли. Все. И вот у меня такое соединение, и не видно, где я начинала, где заканчивала. Все, теперь мне необходимо ниточку вывести на изнаночную сторону. Вставляю вот сюда, рядышком, где узелочек у нас. Так, смотрю. Все у меня тут хорошо. И с этой стороны уже с изнаночной я сейчас буду заходить в косичку. Вот сюда. И вот так вот петляю по косичке. И потом можно прям вывести. Я в каждую петлю косички захожу полностью. В общем, по всем лицевым петлям прохожусь. Все, вот последняя лицевая. И продеваю ниточку. Вот так вот. Аккуратненько распрямляю, чтобы не видно было ничего. Так, ну и дальше уже вот сюда под узелок. И обычно здесь я уже ниточку подклеиваю текстильным клеем, для того, чтобы она гарантированно у меня никуда не делась. Но если нет текстильного клея, можно ее вывести, там, ну, еще попетлять немножечко, вот так вот, и оставить небольшой хвостик. Вот не под корень ее обвязать, а где-то вот такой хвостик оставить миллиметра 3-4. И после влажной тепловой обработки он вот так вот распушится и станет, ну, незаметным, и ничего нигде не вылезет, никакая ниточка. Это вот изнаночная сторона получилась. С лицевой стороны тоже все очень красиво и аккуратненько. Здесь можно петельку подтянуть, потому что она немножко растянутая получилась. Вот мы ее вот так вот подтянем здесь. Ну, собственно, и все. Вот такое эластичное получилось закрытие. Посмотрите, как растягивается край. И он обратно потом приходит в исходное состояние. Настал момент поднимать петли рукава. Делать я буду это следующим образом. Вот посмотрю, где у меня тут распускаются петли. Можно, кстати, было их отметить, там, не знаю, узелочек какой-нибудь сделать, да. Ну вот я вижу, что вот это вроде у меня конец цепочки. Вот, да, все, здесь у меня все распускается, поэтому, значит, получается, мне нужно вот левую спицу, у меня она тоньше на один номер. Я на эту спицу надену, на левую, эти петли. Делаю следующим образом. Сначала вхожу спицей в петлю. Так, вот у меня петля, она там спрятана, получается. Нужно вот так вот за петельку потянуть. Вот она. Вот, вхожу спицей в эту петлю, затем распускаю ее. И так с каждой петлей поступаю. Сначала вхожу в петлю,
затем распускаю. Половину петель пересняла, вытягиваю спицу, здесь делаю петлю и продолжаю. Можно это делать на укороченных спицах, но мне неудобно, потому что изделие детское. Последняя петля. Убираю вспомогательную нить. И далее мне необходимо будет поднять петли подрезов. Я вот отметила здесь начало и конец, где у меня начинаются петли подрезов. Всего у меня их 7. Вот для удобства я их отметила. Так, беру ниточку. И здесь, смотрите, первая петля у меня получается вот отмеченная маркером. Как видим, здесь между петлями подрезов и петлями рукава есть промежуток. И для того, чтобы здесь у меня не образовалось отверстие, я подниму сначала вот отсюда петлю, а потом ее убавлю. Раз. И дальше следующая петля у меня уже вот отмечена маркером. Получается, вот сюда я захожу. Два. Три. То есть захожу в саму петельку лицевую. Вот сюда, в центр лицевой петли. 4. 5. 6, 7, 8. Можно уже снять эти маркеры. И здесь тоже у меня получается промежуток, поэтому я поднимаю еще одну петлю. Ну, где-то вот отсюда, между ними. Вот так. Все. И дальше мне необходимо отметить серединку. Можно вот поставить вот этот черный маркер, кстати говоря. Так, еще раз пересчитываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть 7 и еще 2 петли у меня лишние получатся. 4. То есть вот эту петлю можно вот так вот отметить. Это центральная петля. Вот прям на саму петлю вешаю маркер. Вот так. Петлю из тросика вытянула по центру, вот здесь вот перед этой петлей центральной. Так, и сейчас буду вязать первый ряд. Просто провязываю петли лицевыми. Я провязала все петли лицевыми. Вот начинаю новый ряд. И теперь в каждом втором ряду, в каждом четном получается, я буду делать убавления. Всего мне таких убавлений нужно сделать 3, потому что я добавляла, повторюсь, подрез у меня из 7 петель, поэтому вот я 3 петельки убавлю, у меня как раз будет именно то количество, которое мне необходимо.
И еще я добавляла, получается, по одной петле лишней, да, для того, чтобы у меня не образовалось отверстие, их я тоже убавлю. То есть итого получится 4 убавления. Итак, провязываю начальные петли лицевыми, 2, 3, 4 петли. И дальше, смотрите, вот у меня идет петля добавленная и петля, получается, регланной линии. Я их провязываю вместе, вот так, за переднюю стеночку. 2 вместе лицевой вяжу, хорошенько подтягиваю и вяжу дальше лицевыми. Перешла на вторую сторону рукава. Здесь сильно не затягиваем, иначе эта петля будет заметна. Вяжу до следующей регланной линии. Так, вот я уже к ней подошла. Фактически вот эта линия у меня получается, вот эта петля. Я ее сейчас переверну, потому что буду провязывать 2 вместе за заднюю стеночку. То есть и вот эту тоже переворачиваю, провязываю 2 вместе за заднюю стеночку. Так, там у меня ниточка, ее подтянуть можно, вот, чтобы видно было, да, что эта петля у меня хорошо тоже затянулась. И дальше провязываю оставшиеся петли. Все, вяжу таким образом, делаю убавления в каждом четном ряду, в каждом втором. И сейчас покажу ряд, в котором я не буду делать убавления, как я буду провязывать. Ну вот с этой с левой стороны получается. Здесь все просто, потому что петля у меня провязана, ну вот как есть, за переднюю стеночку, поэтому я ее просто провязываю за переднюю стеночку, ничего не переворачиваю. А вот с другой стороны там необходимо будет петлю провязать за заднюю стеночку. Вот, собственно, и все. В этом изделии у меня убавлений по рукавам не будет, потому что, ну, то есть сужаться они у меня не будут, они у меня будут прямые, потому как я вяжу их в полоску, и мне там необходимо в этом переходном узоре, чтобы у меня было количество петель кратное 4. И я посчитала, там, если убавлять, получается, до переходов, то это будет неравномерное убавление, смотреться это будет некрасиво. Вот, поэтому решила, что никаких убавлений делать не буду. В общем-то, рукав получился не широкий, поэтому вполне приемлемый вариант прямой рукав. Но если вы, допустим, переходов таких не делаете, то можно высчитать ритм убавлений для того, чтобы рукав немного сужался к манжете. Так, вот я подбираюсь к этой петле. Вот она петля. Убавление мое. Я провязываю за заднюю стеночку. Вот так. Вот и все. Ничего здесь не переворачиваю. Просто провязываю петлю за заднюю стеночку. В следующем ряду я буду делать убавление. В общем, я это делаю для того, чтобы у меня петля эта не была кривой. Вот так вот. Потому что если ее провязать за переднюю стеночку, она, ну, будет кривая, вот эта вот дорожка из лицевых петель. А так получается все ровненько и аккуратненько. Все. Вот вяжу таким образом до манжетов. У вас будет свое расчетное количество рядов. Манжету я провязываю 14 рядов.
Вот, как видите, у меня здесь рукав вот такой получается в полоску. То есть я провязала несколько рядов основным цветом светлым, затем темным, вот этим сливовым оттенком, затем на сиреневый перешла, потом снова вот этот светлый, сиреневый, и завершила сливовым вот этим оттенком. Закрытие сделала узелковое с накидами. Вот получился такой эластичная манжета получилась. Вот. Я довязала джемпер, постирала его, отпарила. Вот такой получился красавчик. Рукава вышли не такими, как я изначально их планировала, но мне кажется, такой вариант тоже весьма неплохо смотрится. На этом у меня все. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, реакции, пишите комментарии. А я прощаюсь с вами. До новых видео на моем канале. Всем пока!